Hi guys, this is Jane. Today we'll talk about something that you always get asked at interviews, and that is your strengths and your weaknesses. Сегодня поговорим о том, что всегда спрашивают на интервью, на собеседованиях. Это про ваши сильные и слабые качества, стороны. Здесь важно понимать, что никто не хочет в подробности знать о том, что вы там, я не знаю, оставляете грязные вещи, не убираете их на место, или что вы не доделываете проект. И здесь вас просто хотят услышать, как вы себя оцениваете. И здесь, конечно же, нужно себя показывать с лучшей стороны. You have to really show yourself from the best side. You really shouldn't show anything that is in fact negative. So when talking about your strengths, когда говорите про свои сильные стороны, you can talk about all kinds of things that actually have to do with your personality. You can say, I'm a very determined person, то есть я очень человек такой, который движется вперед, целеустремленный. You can talk about being very good with people, что вы хорошо работаете с людьми и так далее. Здесь может быть масса разных вариантов. If I was asked if that's something about me, I usually choose three things. Вообще всегда неплохо отвечать структурированно и говорить о том, что ответ у меня будет состоять из 3 частей. Дальше рассказывать эти 3 части. For example, I would say that I'm very good with people, I am good at getting problems solved, and I am generally good at continuing things until they're finally done. So I'm sticking with a project until it's completed. То есть я бы обычно говорила про какие-то вот такие вещи про себя. Дальше поговорим о том, что действительно интересно. Все спрашивают, какие у вас отрицательные качества? What are your drawbacks? What are some of the weaknesses that you might have? Like I said, this is not a time to tell them your actual weaknesses. Здесь не нужно сейчас говорить о том, что действительно вы видите в себе как минусы. Я обычно этот вопрос всегда отвечаю таким образом. Я всегда обычно говорю так. Weaknesses, well, my one weakness is chocolate. То есть это такой момент, когда можно посмеяться, сказать хихи-ха-ха, что вы в других себе отрицательных частей, в общем-то, и не видите. То есть вот ваше единственное минус – это то, что вы любите шоколад. Или там, я не знаю, может быть, вы любите сладкое. Ну, что-то такое абсолютно нейтральное. Это, конечно, может быть воспринято как шутка, и дальше можно действительно посмотреть по ситуации. You can see if your person that you're speaking to, if they're expecting an actual answer, and then you can continue. Or you can just leave it at that and just put a smile on your face and give it a go. В принципе, можно на этом остановиться. Но если говорить действительно о каких-то отрицательных частях, if you're talking about actual weaknesses, maybe it is something that you can say that is not so negative. Здесь некоторые говорят о том, что my weakness is that I'm a workaholic, что я прям так работаю, что вообще не занимаюсь всем остальным. Ну, в общем, обычно знают все о том, что это, что это такое говорят, и, в общем, это как бы звучит немножко глупо. Поэтому здесь можно найти действительно какую-то отрицательную черту, которая с точки зрения работодателя не будет такой отрицательной. So this is where you can find something that's not so bad for the employer when they are hiring you. So you can say something like, if I was asked, you can say, one of my weaknesses is that when I get excited about a project, I get excited about my idea, and sometimes I don't see the pluses in other people's ideas because I'm so in love with my idea. But, and this is important, you must have a but. One of my strengths is that I always take time to make my decisions, and then I come around and I realize that other people's ideas are just as good. То есть вы как бы обозначили, что у вас есть минус, что вы иногда просто настолько влюбляетесь в собственные идеи, что идеи других вы не рассматриваете, но, здесь большим подчеркиванием «но», что вы потом всегда смотрите вокруг и все-таки понимаете, что идеи других тоже, в общем, могут иметь смысл. This may not be the best idea, maybe you have better ideas about you, but you always have to negate that with the plus that you have as far as your personality. То есть здесь всегда нужно находить плюсы и не концентрироваться на этих минусах. Нужно найти какой-то маленький минус и потом его обыграть так, чтобы все-таки человек, с которым вы разговариваете, не воспринял, что да, вот этого чувака брать не надо.
so that the person that is interviewing you doesn't think that that's such a terrible thing about you, that that's going to put a big X next to your name and they're not going to hire you. So that's the question of the day. I hope you can think through your pluses and minuses and come up with good ones that you can talk about at an interview. Good luck.